Привет, друзья! Вы на канале Картавый Трип. С вами Наташа. И Сергей. И мы в Копенгагене. Столица Дании. На целый день. Один день датский, прохладный. А может быть, и не прохладный. Может быть, не прохладный. План простой. Увидеть максимум. Да, и не поссориться, не промокнуть. И не разориться на смербродах. Да, если успеем, то найдем ту самую русалочку и спросим, как у нее дела. Короче, вы смотрите. Будет весело и, по крайней мере, очень честно. И, пожалуйста, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Да, а мы погнали исследовать мир вместе с нами. Перелет из Варшавы до Копенгагена составлял всего лишь час, и поэтому я успела связать только чуть-чуть. Но это будет самая милая шапочка для классного ежика, которого вы можете заказать у меня в Инстаграме. Ссылка будет в описании. Друзья, из аэропорта Копенгагена до самого города можно добраться тремя видами транспорта. Это метро, самый экономический, самый дешевый вид транспорта, такси и автобус. Метро, кстати, еще самый быстрый вид транспорта. Кстати, отсюда ходят автобусы до Швеции, до города Мальмё. 20 евро и 20 минут, и вы в Швеции. На выходе из аэровокзала стоят кассы ДСБ. Здесь вы можете купить билеты на поезда, на метро и на автобусы. И вот, кстати, перед нами, видите, вход на платформе номер 1 до шведского Мальмё. На поезде до Мальмё. Прекрасно. А мы идем до метро, чтобы проехать в центр города и начать с самой, наверное, открыточной локации Копенгагена. Платформа метро, она полностью закрыта от случайного попадания на рельсы. Мы сейчас с вами пройдем и посмотрим, что это за чудо современное метро в Копенгагене. А оно же еще круглосуточно. Оно еще круглосуточное, да, это вообще как бы прекрасно. В любое время вы можете сесть и уехать. Кстати, забыла сказать, вот мы находимся в метро, но мы вот только чуть нос показали на улицу, и уже так пахнет морем. Просто вот прям запах моря, класс. Балтика, здесь же рядом Балтика, и когда приземляетесь на самолете в Копенгаген, вы пролетаете над проливом, с правой стороны Швеция, с левой стороны Дания. Очень красиво, такие лубочные, как будто игрушечные виды с иллюминатора видны на землю. Сейчас весна, все цветет, очень красиво. Hold afstand til dørene. Stand clear of the doors, please. Kastrup. Из аэропорта на метро мы доехали до станции метро Новая Королевская площадь. Это самый центр, и здесь, на этой станции метро, пересадки на другие линии. Но нам другие линии не нужны. Мы идем в самый центр, там, где, как говорится, начинаются пути многих туристов, приезжающих в Копенгаген.
Сережа, сфоткай меня одну, а? Одну тебе тут можно сфоткать не на фотоаппарат, а только если на фотошопе. Тут людей столько, что ого-го. Нью-Хевен. Это, наверное, самая крутая, самая популярная локация среди туристов в Копенгагене. Это набережная, канал и развлекательный район, который был создан в 17 веке. Представляете? Нью-Хавен был построен королем Кристианом IV в 1670-75 годах. Его рыли датские солдаты и шведские военнопленные, захваченные во время датско-шведской войны. Это ворота, ведущие из моря в старый центр города, где корабли разгружали товары и улов рыбаков. Нью-Хавен был известен своим пивом, моряками и проституцией. Датский писатель Ганс Христиан Андерсон прожил в Нью-Хавене 18 лет, и здесь у него, 3 дома стоят, которые принадлежали Андерсону. Первый мост через Нью-Хевен был открыт в 1874 году. Это был временный деревянный пешеходный мост, а в 1912 его заменили нынешним постоянным мостом. По мере того, как океанские суда становились больше, Нью-Хевен стал использоваться для внутренних перевозок Дании. После Второй мировой войны эту роль на себя взяли наземные перевозки, и движение небольших судов в порту Копенгагена прекратилось, в результате чего Нью-Хевен практически опустел. Но чего не скажешь о Нью-Хевен сейчас, как я сказал, это супер популярное туристическое место. Капитан корабля вылавливает блох. Наташа, как тебе внешний вид хостела? Мне прям понравился, прикинь, 1756 год. 1756 год. Интересно, что там внутри. Да, мы приехали раньше, чем заселение. Хотели узнать, можно ли здесь вещи оставить. Да. Но вот, судя по всему, вот это вот и есть камера хранения на улице. Вот, не знаю, сейчас зайдем, спросим. Так, смотрите, какая интересная процедура регистрации. Выбираем язык. Давайте вот русский язык выберем. Регистрация. Сдать вещи в камеру хранения не получилось. Как во всех, наверное, во многих хостелах автоматическая система чекина и чекаута. И здесь стоит такой планшет, по QR-коду сканируешь QR-код персональный, и он либо тебя чекинит, либо говорит, excuse me, типа чекин в 15:00. В нашем случае так и произошло. Сейчас 10:09, через 5 часов только сможем попасть в хостел и сдать вещи. Поэтому гуляем с рюкзаками на плечах, за плечами, на спине. Но ничего. Тут настолько красивый город, что рюкзаки не тянут. Так, смотрим, где наша комната. Так, вот у нас, да, 115 YY. Вот он. Вот наша комната. Как туда попасть? О, смотрите. Нет, не задохнешься, тут вентиляция есть. Заползай. Друзья, вот такая капсула. Это наши ножки. Это наши ножки, это наши ручки. И вот потолок. Вот, друзья. Это я, это Наташа, это у нас... Вот, ну вот, коробочка. Да. Это у нас наш супер номер. Да. Люкс.
так сказать. Двухместный. Двухместный. Ну, 40 евро. Да. Для Копенгагена, я вам честно В скажу, центре. в центре Копенгагена она не в Хевен. То есть мы вот прям недалеко от этого домика, где транспорт Да, ну, прям у нас 63-й, у него 67-й. Да, самый центр центра. Прям Ну, для того, чтобы да, погулять по Копенгагену, а потом прийти и поспать, нормально. Не, нормально, все чистое, что. Да. Поэтому буквально полчасика сейчас передохнем и пойдем дальше. Смотри, а как так подрезают? Посмотри, все деревья абсолютно ровно, знаешь, как кусты вот этими ножницами стригают. Видимо, Карлсон прилетел со Стокгольма, со Швеции и подстриг. Ну они, слушай, ну они все как одно. Но вообще очень ухоженный парк. Да. Вот такая аллея. А что это за дерево, интересно? Клен? Нет? Да, ну не, это не клен, это типа липы. В том-то и дело, листья как у липы. Но просто удивительная форма. Смотрите, какой здоровенный каштан. Это мега каштан, наверное, какой. Я так просто таких здоровых еще нигде не встречал. Ой, сейчас вот там вот, смотрите, высота какая. Обалденно. А запах? Да, и в этом парке все гуляют. И дети, смотрите, сколько детей. Сегодня же будний день, да, сегодня вторник. И много людей. Это не туристы, это местные приходят. Местные пацаны, смотри, казалось бы, ну, типа, студенты уже должны быть. Ну, по возрасту студента так Да, футбика нет. Вообще много людей, да, действительно. Такой популярный парк и очень ухоженный. Газоны не вытоптаны, все чистенько, аккуратненько. Ой, запах, я не могу. Да, ребята, если бы камера могла передавать запахи вам в телефоны, в экраны, в телевизоры, вы бы почувствовали какой этот аромат. Мне кажется, если будет ливень, прям вот ливень, то ты не намокнешь, стоя здесь. Не. Он очень большой, плотный, листвы столько, что как зонтик. Мы продолжаем гулять по парку. Ой, смотри, какие листья на него. Листья, Наташка говорит, какие листья. Ну, здоровые листья, да. Какой-то прям Я не знаю. гигант. Дети какие-то все закаленные. Ну, это же дети прохладной страны. О, ну я тоже не с жаркой, извините. Ой. Как работает мусорка? Видите, здесь в парке, чтобы птицы не растаскивали мусор, они все ведра закрыты крышечкой От птиц. от птиц. Да. А мы с вами, ребята, подошли к замку Розенберг. Вот он, красавчик. Такой строгий, скандинавский красавчик. Подойдем поближе и рассмотрим его внимательнее. Смотрите, кто Это здесь гуси-гуси пасется. га-га-га? Гуси-гуси га-га-га. Есть хотите, да-да-да. Ходят, пасутся прям. Вот, люди, столько людей рядом, а они спокойненько. Ну какой же ты красивый. Гусь-гусь, га-га-га, иди сюда. Лапки у тебя такие красивые. Клювик у тебя что-то там прилипло. Да. Да, мой золотой, да. Со мной вот кот разговаривает, теперь гуси. Ребят, смотрите, Ребята, что как? происходит. Смотрите, пруд, сколько карпа. пруд, и смотрите, сколько рыбы. Так какой? Офигеть. А ты там. А там их, наверное, как будто их кормят. И... Ну кормят, да. Да. Выходит. Офигеть.
Это вот получается пруд вокруг замка. Лови, тащи на это, на уху. Смотрите. Ну, там, видите, бурлит, и там их кормят. Я бы одну прям зажарила, Дашка, вторую уху, у меня уже слюни всю текут. пройду. Ну, столько Смотрите, жвачки они прям вот подплывают и стоят в воде. И ждут. И ждут Они чего-то. такие, ну, прикольные. Когда у нас... Приученные. О, рот открывают. Народ, да. Глянь, они прям выпрашивают еду. Их что тут кормят? Их кормят. Гляньте, Меня какие надо- здоровые. Слушай, ну вот этот фонтанчик вообще меня увлек. Фонтан седой. Мы С просто едой. прилетели, перекусили немного. И Наташка хочет кушать, поэтому... Я не то, что кушать хочу, я рыбу такую хочу. Ну, вкусно же. Смотри, какая вкусняшка плавает. Ладно, пойдем от гастрономической темы к теме достопримечательности вернемся. Ты такой красивый. Гусь идет. Иди ко мне, гусь, иди. Какой ты красивый. Королевский гусь. Королевский. Ему-то только еще на шее вот это вот золотишко. Да. Ну не стесняйся, подойти. Смотри, у нее зубы какие на клюве, Ну, он явно нами недоволен. видишь? Замок Розенборг. По-датски Розенборг Слот. Ренессансный замок в Копенгагене. Изначально замок был построен как загородная летняя резиденция в 1606 году и является примером многих архитектурных проектов Кристиана IV. Замок был построен в стиле голландского ренессанса, типичном для датских зданий того периода, и несколько раз расширялся, окончательно приняв свой нынешний вид к 1624 году. Замок использовался датскими правителями, как я говорил, уже в качестве королевской резиденции до 1710 года. И после правления Фредерика IV Розенборг использовался в качестве королевской резиденции только дважды. И оба раза это происходило в чрезвычайных ситуациях. Первый раз после того, как дворец Кристиансборг сгорел в 1794 году, а второй раз во время нападения британцев на Копенгаген в 1801 году. Замок расположен в Королевском саду, который мы посмотрели до этого, и сад замка – старейший королевский сад в стране. Этот сад был украшен в стиле Ренессанса Кристианом IV незадолго до строительства главного замка, и сейчас сады являются популярным местом отдыха жителей Копенгагена и ежегодно привлекают около 2,5 миллионов посетителей. I've been seeing every time. Okay, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Церковь Фредерика. Смотрите, какое величественное здание. Оно не кажется большим, но оно такое компактное, ну прям как вот надутое такое. Церковь Фредерика, Фредерикскирке, широко известная как мраморная церковь, благодаря своей архитектуре в стиле рококо, является евангелической лютеранской церковью в Копенгагене. Церковь является центром района Фредерикстаден и расположена к западу от дворца Амалиенборг, куда мы пойдем попозже. Церковь была спроектирована Николаем Эйгдвеном в 740 году и, как и весь район, была построена в честь 300-летия первой коронации члена Ольденбургского дома.
Первый камень, фундамент был заложен королем Фредериком V 31 октября 1749 года. И в церкви Фредерика находится самый большой купол в Скандинавии с пролетом 31 метр. Вот такая, посмотрите, видите, как он здоровый. Друзья, мы только что побывали с вами в мраморной церкви, а сейчас идем к Королевскому дворцу. И постараемся успеть на церемонию смены караула. 12 часов дня, в полдень, раз в день она здесь производится. Смотрите, уже сколько людей собралось. Будем как-то пробираться с Наташкой между ними, чтобы вам показать, самим посмотреть. Куда идем, Наташ? Русалочку. К русалочке идем? Ну да, и к русалочке тоже дойдем. Дойдем. Сейчас очередь там выставим Да. для фотосессии. Фонтан Гефион – это большой фонтан на набережной в Копенгагене. Он изображает большую группу валов, тянущих плуг, которыми управляет скандинавская богиня Гефион. Фонтан расположен в районе Нордре, Ольдоп, рядом с Кастелет и сразу от юга к Лангелинии. Фонтан был подарен Копенгагену фондом Карлсберг по случаю 50-летия пивоварни и изначально должен был находиться на главной городской площади перед ратушей, но было решено построить его рядом с Эресундом на его нынешнем месте. Фонтан был спроектирован датским художником в 1897 году, и этот Бундгард создал натуралистические фигуры. Бассейны и украшения были завершены в 1908 году, и фонтан впервые был запущен 14 июля 1908 года. Наташа, я не понял, мы в Копенгагене или в Лондоне? Если бы в Лондоне уже бы шел дождь, а тут солнце, просто чудо. Это английская церковь Святого Альбана построили для англичан, чтобы скучали по дому и по готике. Наташа, а я не понял, мы в Копенгагене или в Лондоне? Если бы в Лондоне уже бы шел дождь, а тут солнце. Это же чудо. Нет, это английская церковь Святого Альбана. Построили для англичан, чтобы скучали по дому и по готике.
Ну, слушайте, церковь прямо с Гарри Поттера как будто бы. Да. И, кстати, тут вместо, за отличие от Лондона, солнышко. Вот оно какое красивое. С погодкой повезло. Да, давайте зайдем внутрь, посмотрим. Может быть, там внутри этой церкви так же чудесно, как в фильме про Гарри Поттера. Тем более, Visitors Welcome. Что ж, Святой Албан, давай посмотрим. Hello. Катя, пожалуйста, пусть она этому мужчине отдаст. Скажи, мама передала. Найди только, как найдешь, напиши мне. Ребята, вот по моему мнению, вот это место, крепость, и казармы, вот Каналы. все, что вокруг канал, одно из самых красивых мест, которые, ну, вот, скажем, в классическом туристическом маршруте в Копенгагене присутствуют. Потому что тут хочется вот гулять и гулять. И хочется, честно говоря, бросить манатки и полежать на траве. Потому что тут очень Да. классно. И тишина, и прям... Красиво, красиво. Зелено, вода, архитектура. А что касается воды, вот там канал. Слушайте, я Наташке показывал, рыба, ну с полметра, наверное, длиной плывет рыба. Вода чистейшая. Что вот был замок, я забыл, как называется замок. Не королевский. Да, там, где много карпов, да. И здесь рыбище такая плывет. Возможно, Шикардос, шикардос. Гуляем дальше. А вы не забывайте, ставьте лайк, подписаться на канал, если еще не подписаны, и порекомендовать наше видео другим вашим друзьям, знакомым. Спасибо! Спасибо. Вот по этой тропиночке, среди всей этой красотиночки, мы идем к русалочке, чтобы прорваться сквозь толпы желающих посмотреть на ее Ну не скульптуру. посмотреть, сфоткаться. Нужно же вот это вот обязательно сфоткаться. Ну Да, как ты это был в Копенгагене и не сфоткался с русалочкой? да. Друзья, Символ. ждите русалку.
После «Русалочки» мы пошли дальше гулять уже в сторону центра города от моря и дошли до района Нью-Бодер. Это квартал моряков с 17 века, первое в мире социальное жилье. Цвет домов настолько стал фирменным, что в Дании его называют Нью-Бодер желтый. И вот мы идем мимо этих пряничных домиков, и в голове звучит что-то между морским маршем и Скандилоу-Фаем. Район очень тихий, без вывесок, прям, здесь люди просто живут, и очень как-то по-особенному ощущаешь себя в этом районе среди этих домиков. Хотим поделиться впечатлениями. Мы в Копенгагене уже второй раз, и в первый, и второй раз мы заметили одну интересную вещь. Какую? Мальчики какие-то все не такие страшненькие, а девочки очень красивые. Прям на них хочется посмотреть, любоваться сразу. Вот такая внешность какая-то такая. Ну, скандинавские девчонки, да, светловолосые. Блондинки с голубыми глазами, и они какие-то необыкновенно очень красивые. Они какие-то другие, там даже кожа такая. А мужики какие-то, не итальянцы. По Европе, если ездить, да, то вот скандинавский тип лица девушек, неважно, молодая, там, среднего возраста, да, они все отличаются и красивые, очень интересные. Ухоженные и очень красивые. Да, ну вот такое замечание. Мы погнали дальше, мы идем по улице, одной из центральных торговых улиц. Вот так она выглядит. Здесь мы как раз и встречаем тех самых мальчиков не очень. Мальчиков не очень. Друзья, вы знали, что родиной Лего является Дания? Я думаю, что вы это знали, потому что в детстве, точнее, наши дети все играли в Лего. Вот, смотрите, это крутой большой магазин Лего в Копенгагене. Это просто рай для любителей Лего. Чего здесь только нет. У меня младший сын Иван говорил: папа, будешь в магазине Лего, обязательно звони, привези мне что-нибудь. Он здесь был уже в прошлом году, глаза разбежались. Мы купили что-то интересное, я уже не помню что. Вот, Наташа, что ты рассматриваешь? Я смотрю эти брелочки, потому что у нас дети вот эти брелочки, помнишь, вот эти штучки? Да. Да, рай для любителей Лего. Это зона, где можно набрать любых деталей и пойти их собирать. Собирать игрушки. Вот, смотрите. Тут и взрослые собирают.
маленькие дети. Ну, слушай, ну на самом деле взрослые не собирают. Детей не видно. Вот такой классный стор Лего в Копенгагене. Пойдем что-нибудь купим младшему любителю собирать их. Конструктор Лего. Собранная из Лего. Да, торговая аллея. Точнее, это не аллея. Нет, это не аллея, это какой-то Это переход. коридор. Absolutely right. Наташа, знаешь, что это такое? А? Нет. Ой, это же парламент, правительство, королевская резиденция. Все сразу. Ага, а еще там, наверное, столовая, спортзал и йога по четвергам. Ну, йога наверняка там есть со столовой и спортзалом. Вообще это Кристиансборг, это сердце датской власти. Здесь принимают решения, гостей, а мы делаем видео, Фотки. фотки. Делаем фотки, да. Вот такая площадь. Смотрите, какие валуны поставлены здесь. И, конечно же, перед таким зданием красавец-мужчина. Красавец-мужчина на лошадке. Да. Надо подойти поближе, узнать, кто он. Смотрите, а вообще вот этот тут вышка, или как это там называется, которая посередине, она очень красивая. И камера, наверное, не передает всю красоту. Она прям такой черный такой цвет, я не знаю, мрамор и чем-то облицовано. Ну, впечатляет, впечатляет. А мужчинка на лошадке – это памятник Кристиану IX. Видишь, это король, наверное, Наташа. Ну да, это король, который как будто, знаешь, опаздывает. Кристиан IX – тесть Европы. Его потомки сидели на тронах почти всех стран, а сам он на лошади, в бронзе. Он сидит на лошади, а потомки на тронах. Такой вот, 1849 год. да. Ветер тут, конечно, сильнейший, зараза, сегодня, честно говоря, сдувает с ног. Ну, красивый парламент. Очень красиво, да. Снова на теплоходе музыка играет. Да, такие кораблики, ой, кораблики, лодочки плавают здесь прикольные, экскурсионные. Видите, Люди с рабочий работы день возвращаются. заканчивается, да. А вот это, кто с колясками всеми едет, это, видимо, в детский сад. Сейчас они всё, заберут. видишь, красный все, цвет. красный свет, дороги Ну, нет. сейчас мы проходим. Вот, то есть движ пошел с другой стороны, велодвиж. Велодвиж.
Смотри, сколько сабдосов. Смотри, там вот это вот на прокат, видимо. Ага. Я не знаю, как они на сабдосках катаются, еще, честно говоря, прохладно. И вода холодная. Слушай, они, может быть, бухают и плавают? Может быть и так. Друзья, если вы знаете ответ на этот вопрос, напишите в комментариях и не забудьте поставить лайк этому видео. Слушай, а представляешь, это мост раздвижной? Нет, не представляю, Наташа. Нет, ну понятно, что представляешь, ну как в Питере. Но мне кажется, хотя он, да, вот он Ну, посередине, раздвижные. посередине вот полоса. Ну, полоса, ну, Да, и плюс- он тут же это судоходный, получается, канал. Здесь ходят большие корабли. Да. Вот такая панорама Вот, смотри, на сабдоска, глянь. старого города. Да, Смотри. плывут на сабдосках. Супер. А это не сабдоски, Наташа, это байдарки. А, да, байда. Сейчас слепаю. Ребят, смотрите, какая красота. Велосипедисты здесь повсюду. Прям везде. Наташа, иди садись, посидим на берегу канала. Тут очень атмосферно, конечно. Вообще, знаете, у меня аж мурашки по коже, смотрите. Вот такой канал. Люди сидят, видите, на том берегу. На А нашем вот берегу еще тоже люди сидят. сидят. Вот, смотри, людишки Не на как лавочке. отдыхают. Класс. Так, очень атмосферно. Смотрите, какой шпиль, как у церкви. Мы сейчас туда подойдем поближе. Знаете, вообще Копенгаген открывается. У него есть такие места, которые и не думаешь о них. Вот просто когда гуляешь по городу, вот просто идешь и смотришь, и он открывается. Сейчас первое место возьмут. Слушайте, вообще, да, вот Смотри, люди какие в пожилые, возрасте, да, и они кайфовая пенсия, ребят. Вот так бы я хотел старость проводить. А, ну это экскурсион, я думаю, что это у них так Да, да, медленно. да, да, да. Ну мы тут сидим, и то один кто-то выйдет интересный, то другой выйдет интересный. Наташ, хочешь наверх подняться? Нет. А Там, почему? а потому что вверх там 400 ступеней, это как бы... Это отлично. Ага, Кардионагрузка. давай. Я нет. Подойдем поближе, посмотрим на эту красоту. Птицы тут очень красиво поют. Птицы поют шикарно, да. Слушай, ну там как будто что-то проходит, потому что свет включен на всех люстрах. Ну, смотри, Кто-то лампочки. что-то там проходит. Ну, в Там, смысле, наверно, служба. служба идет. Сейчас посмотрим. Зайдем внутрь. Смотри, какие на воротах старая лепнина какая. Вазоны, типа вазонов. Да. Друзья, знаете, как называется эта церковь? Это Сейчас все хором такие, конечно. Это церковь Спасителя, а по-датски будет Виор Фрейзер Кирке. Ну, это, наверное, датско-немецкое какое-то, да, Кирке, по-моему, по-немецки тоже звучит церковь. Церковь с одним из самых необычных шпилей в мире. Он закручивается наружу, и по нему можно подняться. И, как Наташа сказала, на самый верх ведет 400 ступеней. Ну вот я Наташе сказал, пошли. Она говорит, нет, не пойду. Не пойду. Да. Виды шикарные, конечно.
Но, excuse me, мы как бы по земле потопчемся. Мы подошли к одному из самых известных районов Копенгагена. Называется он Христиания. Давайте погуляем и по ходу прогулки мы вам расскажем, что это за район, чем он знаменит. Христиания – это квартал Копенгагена, образованный заброшенными после Второй мировой войны казармами и прилегающими к ним двумя полуостровами. И главная пешеходная улица Христиании – Пушер-стрит. Это центр копенгагенской наркоторговли. Но так было раньше. За пределами этой улицы наркоторговля запрещена, и большинство культурных учреждений там же базируются на Христиании, Пушер-стрит. Раньше на Пушер-стрит была запрещена фотосъемка, сейчас все разрешено. И вообще Христиания – это неофициальная самоуправляемая коммуна, расположенная в Копенгагене. Представляет собой большую общность с социалистическим укладом в экономике, хотя сами жители христиане термин «социализм» не используют. Территория фактически не контролируется властями Дании, и форма политической организации общества отлична от государственности. Надписи: вы сейчас выходите в Европейский Союз. То есть, да? Вот кто выходит из Христиании, из этого района, он типа здесь нет Европейского Союза, а вот там вот, выходя через эти ворота, попадаешь в Европейский Союз. Фу, травой пахнет. Травой здесь пахнет очень часто, во многих местах. Поэтому это же Христиания. О, какие растаманы здесь А. продают. Вообще не хочется смотреть. Ярмарка Растамании, я хотел сказать. Ярмарка Христиании. Не знаю, как на окраине Черкизона. Не, ну очень, как бы это подобрать слово-то. Очень интересно, это необычно все. Стоит значок, что фото-видео запрещено. Ну, пока мне никто ничего очень не говорил. Хотя раньше, несколько лет назад, снимать здесь категорически было запрещено, и можно было попасть на неприятности, да. По мордам получить можно было легко здесь. Сейчас Наташа выбрала такой Ну, браслетик, фенечка, типа от сглаза. фенечку, да. У чувака тут на базарчике. Продавец, короче, обгашенный. Но обкуренный, он не пьяный, обкуренный. Он вообще там как бы с трудом находил кнопки в телефоне, чтобы можно было оплатить. Но это христиане. Тут по-другому, наверное, люди, которые резиденты христиане, не живут. Да, объясняю, что это я не себе купила, это дочке. Да, могла бы и себе. Не, ну мне уже... Смотрите, а? Тут, Уже не конечно, надо. все в граффити. Все в граффити, прикольно. И растаманы везде. Ну, сидит там косячок. Мы против наркотиков, друзья. Это просто показываем район.
Просто мы первый раз, мне кажется, в таком месте еще и чудно много. У них тут свой Вайб. дискобар, Немо-бар. Тут дискотеки и прочее у них вечерком. А пока пивко, туристы и резиденты христиане. Видите, сцена. Мне кажется, тут вообще огонь, когда выступают. Да, Анташ? Что? Огонь, говорю, здесь, когда выступают. О, я думаю, не то слово. Вот схема христиане. Видите, да, прям большой район вдоль реки он расположен. Смотрите, сколько локаций здесь для туристов, указатель. Слоненок сюда забрел с Буддой. Неухоженный такой полисадничек, но кто тут Ну, Будда? слушайте, а тут случайно травушка не растет? Не растет. Нет, тут не растет, тут цвет капуста. Капуста, капуста, Наташ, картошка, да, огурцы выращивают, помидоры. Мне просто язык заплетается. Хотела сказать вообще другое. Крапива. Мы ее цветной называли почему-то в детстве. Ребят, смотрите, какой домище на воде. Очень Просто красиво. красавчик. Смотри, главное, дерево какое большое растет там. Да. Вот такой район рядом с Христианией. С яхтами теперь. Вот класс. Смотри, сколько пса. Да. Очень атмосферно. Копенгаген очень разнообразный и тут приятный город. А еще бы ветер был поменьше, вообще было. Да, вот еще бы меньше ветра. Вот такая парковочка велосипедов здесь. Как я уже говорил, велосипедистов море. Та-та-тара. Очень Так если много. у них везде дороги, Велодорожки, свои. да. Прям. повороты для великов отдельные. Смотри, какая крыша. So, If you're in the club or in the university one, you have to be. Составь мне. Друзья, этот день в Копенгагене у нас подходит к концу, и пришло время подвести некоторые итоги. Наташа, понравился ли тебе Копенгаген? Мне он очень понравился. Тут все на своем месте. И архитектура, и стиль, и уют. Короче, Копенгаген, спасибо тебе большое. Ты прекрасен. Копенгаген, он с особой атмосферой. Много городов, ну мы уже, честно говоря, много где побывали, и у него своя атмосфера. Это, наверное, из-за того, что море. из-за Море, того, разноцветные что, какие-то маленькие домики, какие-то сказочные. Да, вот эта вот архитектура. Ветер сильный, который задувает в микрофон. И Наташа, спрячь микрофон мой. Короче, ребят, в Копенгагене здорово. И честно вам скажу, ну это, дорогой город. Вообще Дания дорогая страна. По сравнению с Польшей, к примеру, да? Но если посмотреть уровень доходов, которые у них есть, пенсия, зарплата, нормальная страна. Жить можно хорошо, учитывая ту социальную составляющую, которая у них есть. Но это когда я забрел совсем в сторону. По эмоциям, очень приятный город. В нем комфортно находиться и хочется вернуться еще, и еще. Да, здесь просто хочется даже просто посидеть, вот просто
потупить. потупить. Просто хочется. Город, где можно с удовольствием потупить. Причем неважно где, или в парке, или вот, пожалуйста, здесь вот очень много разных мест, Да. неважно где. Очень классно. Друзья, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал, если вы это еще не сделали, порекомендуйте своим друзьям. Ветер опять поднимается, такой пронзительный в начале мая. Нам очень приятно, когда вы оставляете комментарии, делитесь своими мнениями по нашим видео. До новых встреч в эфире канала Картавый Трип. Картавый, прикартавый. Чао! Пока. Ребята, мост короче, раздвижной мост не поднимается, а именно раздвигается. Смотрите, как, не знаю, видите вы, вот он. Интересная какая конструкция. Интересно, сейчас он будет закрываться или же ждем еще какой-то корабль? Вот, пошел обратно. Видите? Вот мостик. Сейчас сомкнется 5 секций и пустят пешеходов и велосипедистов по нему. Интересное решение, да, Наташ? Не поднимается вверх, а сдвигается в сторону. И люди не выгоняются. Сейчас чик. Сейчас двинется и все. Вот, друзья, я думаю, редкий мы момент засекли, когда мост открывается для судоходства. Вот сейчас шлагбаум откроется, видите? Да, сейчас Закрытый шлагбаум, велосипедисты поедут. велосипедисты поедут. Ой, и тоже, пешеходы. о, боже мой, очередь-то какая. Все, Ура! пошел народ. Пошли!